сколько сейчас в месяц зарабатываешь? Сколько тебе времени понадобилось, чтобы взять первый заказ? Ребята, Upwork — это свобода. Вы можете путешествовать, делать, что хотите, и получать неплохие деньги. Вот прямо сейчас идите и берите свой первый заказ. Вот прям. Всем привет, дорогие друзья! На связи Алексей Злотник. Сегодня у меня в гостях Олег. Олег, привет! Привет всем! Да, Олег занимается фрилансом и на Upwork уже около года, да? Или ты больше года работаешь? Сколько ты работаешь? Ну, 1,5 примерно вот так. Активно последние полгода работаю. Мгм. Хорошо. В целом, давай познакомимся сначала. Кто ты, чем занимаешься? Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Значит, мне 25 лет, жил в Петербурге, сейчас приехал на малую родину, небольшой город, на лето. Вот. И так как я занимаюсь фрилансом, работа от меня никуда не делась, продолжаю это делать здесь. Отучился на информационную безопасность 7 лет, но по специальности не работаю. Делаю сайты, работаю с WordPress. Сейчас заказчики в основном американцы, и мне больше это нравится, вижу здесь перспективы. И какой-то российский рынок труда вообще не рассматриваю, в принципе. Мгм. А скажи, пожалуйста, пробовал ты русский фриланс? Нет, я Нет, посмотрел стоимость заказов, и мне интересно. Я понял. Хорошо, скажи, давай начнем с твоей истории. Почему ты пошел на фриланс? Что тебя вдохновило этим заниматься? Поделись, вот что, возможно, на тебя повлияло, какая-то ситуация, друг, знакомый Конечно, рассказал. Вот конечно. расскажи, Была такая пожалуйста. ситуация. Я, в общем, хотел разрабатывать сайт и устроился в небольшую веб-студию. Я такой человек, перфекционист по натуре, мне вот нужно разобраться, как что устроено. То есть, так как я был зеленым, у меня уходило много времени на это. Ну и меня, короче, уволили оттуда. И у меня внутри, да как так, да я, да этот самый. Ну и, в общем, и начал сам все делать. Решил не ходить больше ни на какие собеседования, взял ответственность на себя и решил сам развиваться в этом направлении. Ну и вообще не жалею. Вот именно вот это, вот, знаешь, вот всегда в жизни какой-то вот переломный момент бывает, когда вот ты должен решение принять. Это вот именно тогда было. И Ты не побоялся и все-таки пошел бомбить Upwork, да, да. да? А помнишь первый заказ? Что ты делал, сколько это стоило? Да, это был украинец. Ну, как я понял, он просто был менеджер проектов, брал подороже, сам просто общался с заказчиком и давал тебе работу. То Угу. есть такая прослойка. Заказ был там $5. За $5 надо было, представляешь, вот был сайт, и надо было все это на WordPress перекинуть. За 5 Пятистраничный долларов. сайт за $5, да. Но мне очень хотелось в это влиться, и я понимал, что нужно с малого начинать. Ну, главное отзыв получить, правильно? Отзыв, да, именно отзыв. Вот. Мгм, Для мгм. этого и работал. Скажи, пожалуйста, сколько тебе времени понадобилось, чтобы вот взять первый заказ, чтобы после регистрации, сколько ты отправлял заявки, сколько вот? Мгм. Я думаю, где-то месяц, но если бы я знал, как это правильно делать, у меня бы не больше недели на это ушло, я думаю. Мгм. Просто я там делал много ошибок, еще внутри сковывало, там, они же англичане, как общаться, и писал ерунду всякую. Ну, в общем, Вот ошибки. давай немножко на этом остановимся. Ты говоришь, делал много ошибок. Сейчас нас Мгм. смотрят в основном те, кому это интересно, кто хочет выйти на фриланс, да, вот какие Мгм. ошибки ты допускал, и, возможно, ты как-то можешь посоветовать, как можно избежать этих ошибок. Главная ошибка была то, что я отправлял cover letter шаблонный, то есть я не вдавался в проблему заказчика. Это вот самое главное. И то, что я поменял, это дало большие результаты в итоге. Когда ты его проект рассматриваешь не как что-то там стороннее от тебя, а вот прям погружаешься в него, то ты и пишешь, уже на его языке с ним общаешься, и это хорошо работает. Мгм. Э, Ты выясняешь его проблемы и вот прям предлагаешь ему решение, которое его боль вот эту вот уберет. Мгм. То есть персонализация, да, у тебя не хватало, ты все Да, копипейстил, да, и... персонализация. Мгм. Я понял. Что еще, какие еще у тебя, может быть, ошибки были? Ошибка была, что я себе занижал стоимость часа своего, хотя мог бы брать больше изначально. То есть у меня там было $15. Сейчас смотрю, как бы серьезные разработчики за океаном берут $60 в час. То есть, Мгм. вот. И ты такой понимаешь, что 15, я же не индус. То есть, вот этот барьер убрал, Ну да, поставил побольше, и все стало. и все пошло, да? Отлично. Ну, давай так, давай сразу, знаешь, вот все такой любят вопрос. Мгм. Сколько, вот первый месяц твоего фриланса, сколько тебе удалось заработать, вот когда ты вот первый взял заказ и вот активно начал, помнишь такую цифру, не помнишь? Первый месяц, Да. я думаю, это что-то около $200-300, не больше.
точно, не Мгм. больше. Но это тебя зарядило, ты увидел, что это реально, да? Да, я увидел, что есть деньги, и что их может быть еще больше, конечно. Здорово, здорово. Потому что, ну, знаешь, есть такой момент, что кажется, что ты возьмешь первый заказ и опять будешь потом кучу мучиться и страдать. Мне кажется, что ты, когда взял уже первый заказ, второй уже не за горами, третий, четвертый, то есть самый Да, важный да, для тебя. именно первый. Надо Мгм. его преодолеть. Отлично, это очень важная информация. Слушай, вот еще такой момент, если касательно ошибок, да, вот есть классный такой вопрос, я его задавал еще там некоторым ребятам. Какой бы ты совет дал себе, если бы ты сейчас начинал, но с тем багажом знаний, который у тебя сейчас, с тем опытом, который ты уже получил, но ты сейчас начинаешь, какой бы совет ты дал, чтобы быстрее стартовать и быстрее начать зарабатывать деньги? Это два слова. Просто не сомневайся и делай. Меньше думать надо больше делать. Ага. Да, это нас останавливает. Надо делать. Даже если будешь совершать ошибки, делать что-то не так, ты получишь обратную связь и поймешь, как тебе дальше развиваться. То есть это точки роста твоего. Вот так на это Мгм. надо смотреть. Мгм. Здорово. То есть не сомневаться, биться, делать, Да, 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 рвать, пробивать, метать. выживать землю, ползти сквозь гвозди и прочее. Хорошо. Давай так. Такой вопрос, возможно, тебе не понравится. Хочешь, не отвечай. Сколько сейчас в месяц зарабатываешь, чтобы понимали люди, куда можно прийти, к чему стремиться? Вот ты сейчас год работаешь, да? На какую сумму ты вышел, если не секрет? Я скажу так, от $1500. В месяц. Мгм. Вот, Хорошо. именно. Какие планы? Какие ты видишь перспективы? Вот ты в WordPress работаешь, какие перспективы? Я вижу, что есть у меня некая планка, которую я уже не переступлю в плане финансов. Потому что мое время, я продаю время за деньги. Да. И нужно потихоньку хочу отойти от разработки своими руками, собрать студию, то есть людей взять и также разрабатывать сайты, но уже с другой позиции. Мгм. С позиции управления, да, и Да, да. организации всего Мгм. процесса. Хорошо, такой вопрос. Чисто такой технический для фрилансеров. Говорят, ну так принято, что лучше не работать с русскоязычными, лучше не работать с Азией. Как у тебя с этим моментом? Как ты фильтруешь клиентов? Кто для тебя идеальный клиент? И с кем ты не хочешь ни за какие деньги работать? Ты знаешь, я не встречал клиентов, с которыми мне было бы неприятно работать на самом деле. Есть сейчас проект, он очень длинный, я не знаю, сколько уже, наверное, я полгода с ним работаю с заказчиком. Он сам русский, но работает в IT-департаменте бухгалтерской конторы, которая в Нью-Йорке располагается. То есть мы с ним по-русски общаемся, а они для... Ну, в общем, есть компания, которая на аутсорс спустила свои айтишные штуки. А Мгм. ребята русские это делают. И по-русски общаемся, как бы прикольно. То есть у тебя нет конкретных рамок, там, я не работаю с Индией, там, допустим. Не, с Индией, вот, да, Вот кстати. я об этом спрашиваю, да, есть ли какие-то... Понимаешь, это настолько у меня там глубоко сидит, что я даже и не вспомнил об этом. Вне моего поля зрения эти Да, люди да, да. просто не То есть обращаю ты не внимания. берешь такие заказы? Нет, А конечно. почему? Знаешь, там есть мнение такое, что код они пишут не очень качественно, и ты потом в макаронах в этих возишься. Знаешь, вот есть какой-то проект на Западе, бизнес. Люди серьезные. Западные проекты, они без макаронов внутри. То есть там все четко. По спецификации, документации. Ты вот удовольствие огромное работать с Западом в Мгм. этом. Мгм. Я понял тебя. То есть ты не из-за того, что там в Азии там они платят дешево, а из-за менталитета самого людей, да? Но я думаю, они в Азии могут нормально платить. По-любому можно найти индуса, который тебе будет хорошо оплачивать. Просто надо поискать. Хорошо. Вопрос по твоему профилю. Ты Мгм. топ-рейтед сейчас фрилансер, да? Скажи, пожалуйста, у тебя стопроцентный рейтинг сейчас. Были Мгм. ли у тебя какие-то проблемные отзывы, проблемные заказчики, которыми приходилось как-то решать вопрос? Я не думаю, что все у тебя были пятерки, хотя может быть и такое. Поделись, какой-то вот такой случай был. Не было каких-то там серьезных проблем. Был только один заказчик, который просто без объяснения причин оборвал контракт, поставил плохой отзыв, но так как я топ-рейтед, я просто его как бы замазал. Вот, и То все. есть топ-рейтед может удалять каждый 10-й отзыв, да? Да, да. Мгм. А с другими заказчиками получалось так, что даже если они когда-то что-то там были недовольны, я это чувствовал и докручивал. То есть вот, чтобы он получил то, что он хочет за свои деньги. Мгм. Мгм. Ну, это интересный момент. То есть ты чувствуешь заказчика, и если что, ты даешь ему больше, чем обещал, чтобы он Конечно, стал конечно, создавать. конечно. Мгм. Мгм. Хорошо. Такой вопрос еще. Про окружение. Как много у тебя в окружении фрилансеров? Есть ли они вообще у тебя? Не так много, но
Я живу в Петербурге, и Upwork проводит ивенты разные. Слышал ты об этом? Да, да. Вот, для топ-рейтед, ну вот, это то место, где другие фрилансеры, вот с ними общаюсь. А То есть, так вот, чтобы на постоянной основе каждый день какие-то друзья, нет. К сожалению, нет пока. то есть ты ходил на какие-то такие встречи, да, знакомился с Да. ребятами? Мгм. Мгм. А как ты считаешь, вообще важно ли окружение ну, вот людей, которые идут в одном направлении, такие некие единомышленники для развития? Это помогает? А, Да, конечно, это 100% нужно. Особенно нужно тему, кто еще свой внутренний стержень не сформировал. И если он попадет в окружение, оно его просто вытолкнет. И вот он этот стержень сформирует и станет уже тем, кем он хочет быть. Мгм. Зависит от того. Но тут на самом деле мы же стайные животные. Ну вот если людей как животных рассматривать. И без окружения никак. Оно определяет, сколько мы зарабатываем, о чем мы думаем, что мы хотим. Все. Здорово, здорово. То есть если у тебя в окружении все по $100 зарабатывают, ты на 1000 никак не выйдешь, да? Да. Мгм, мгм. Хорошо. Я думаю, что ты дал реальную порцию вдохновения моим подписчикам. Может, у тебя есть что-то сказать еще, какое-то напутствие, знаешь, что... Вот есть ребята, которые посмотрели интервью, поняли, что ты реальный, я реальный, мы Мгм. зарабатываем на Upwork, но думают такие, блин, ну да, ребята, пусть там это, а я Дальше. пойду там работать себе в офис, да? Вот скажи, пожалуйста, вот дай какое-то напутствие, вдохнови ребят. Почему им важно работать на Upwork или не надо туда идти? Вот что ты можешь по поводу этого сказать? Ребята, Upwork — это свобода. Вы можете путешествовать, делать, что хотите, и получать неплохие деньги. Вот прямо сейчас идите и берите свой первый заказ. Вот прямо сейчас. Хватит смотреть эти видео. Вот сейчас надо. Класс. Спасибо тебе большое за вдохновение, Олег. Так что все ссылочки на Олега и на профиль можно будет на профиль оставить? Вдохновим, ребят? Конечно, Да, конечно. и на профиль, и на социальные сети. Если захотите задать пару вопросов, пожалуйста, я думаю, что Олег не будет против. Спасибо тебе за вдохновение, за Мгм. твое время. И, в общем, да, ребят, не забудьте подписаться на канал. И, кстати, если вам интересно найти единомышленников, у нас есть телеграм-канал, называется Upworker, чат единомышленников. Подключайтесь и обменивайтесь историями успеха и провалов тоже. Спасибо, Олег. Спасибо тебе. Спасибо большое. Пока. Давай, до связи.